Господа, здравствуйте! Перед Новым годом мы решили все-таки возобновить нашего динозавра. Он действительно был в стадии заморозки. Этому были уважительные причины, как я и говорил на своем стрим-канале. Но сейчас мы снова начали им заниматься. Причем сразу крупными, хорошими шагами. Потому что в этой серии мы наконец-то поставим пневматическую подвеску. Мы на ней выйдем. Обязательно посмотрим, что получилось, когда она в стояночном положении. Очень интересно, как это будет выглядеть. И самая главная задача еще, которая не решена, непонятно, будет ли решена, но мы очень хотим поторопиться, потому что, как всегда, сроки сжаты. Это, наконец-то, поднять факс и попробовать получить на него какое-нибудь ваше изображение. Это крайне интересно. Пневмоподвесочка в круг, вся, естественно, управляемая. Можно ездить в любом положении, можно задать какие-то положения ходовое, стояночное и так далее. Можно программировать. Все по высшему уровню. К сожалению, это очень дорого, господа. Только установочный комплект всего этого 371 тысяча рублей. Почему так дорого? Сейчас все объясню. Это родная подвеска, штатная, в которой ничего не меняли. То есть у нас действительно вместо пружины просто стал пневмобаллон. Он не стоит на другом месте, не поменялись какие-то вектора, усилия и прочее. Да и в такой подвеске это толком невозможно. То есть просто то место, где у нас раньше стоял амортизатор, теперь это амортизатор, в котором еще и баллон. Если говорить проще, это самая популярная схема среди рейндж-роверов, туарегов, по-моему, передняя подвеска у них также сделана. То есть у вас прям баллон и аморт — это одна ось. Так же и здесь. Соответственно, как это происходило и почему это так долго и получилось? То есть мы снимали родную подвеску, отправляли ее ребятам, это все здесь в России, которые на этой подвеске под заказ, имея все параметры нижнего положения, верхнего положения, делали вместо пружины, грубо говоря, пневматический баллон, который стоит в этом месте, где и должна была быть пружина. Это все изготовлено с учетом массы транспортного средства, то есть поэтому у нас спереди баллоны выглядят вот такие вот бубликами, потому что на морде у нас лежит 6 литров W12, а сзади у нас рукав, потому что зад чуть полегче, соответственно, там и другой баллон. Разные баллоны имеют разную жесткость, чтобы как-то попытаться максимально сохранить ощущение именно той А8, которая была. То есть мы не переделываем подвеску, мы ничего не добавляем, не усиливаем. Это просто та же машина, только вместо пружин стала пневма. В эту же стоимость также входит и компрессор, и ресивер, и даже трубочки, магистрали туда-сюда. Естественно, блок клапанов и пульт управления. Блок клапанов у нас только импортный, пульт управления, наверное, тоже у нас импортный. Мобилка? А, это мобильное приложение даже. Ну да, я понял, и могу управлять. Это все не шоу, не быстро, эта машина не будет прыгать. Это чисто положение. Стояночное, ходовое и высокое, если вдруг какое-то препятствие. Но дело в том, что мы не хотим... Я напоминаю, почему мы так решили сделать. Потому что мы не хотели уходить от штатных дисков, которые, божественные. Вот как вот это взять и убрать? Они даже грязные и божественно выглядят. Собственно, это родной стоковый размер. Это никакого 12.5.1 визуально, конечно же, потому что мы понимаем, что пневма стала. Но при этом машина сидела очень высоко, и это было ее родное положение. Это смотрелось не так красиво, как в современных реалиях такой представительский класс может смотреться. Через это и родилась идея поставить пневму. Плюс цель проекта же была в том числе, чтобы еще сделать старый представительский класс хотя бы как-то более-менее современным требованиям отвечающим, тем же самым представительским классом. А в современном представительском классе вы же понимаете, что уже везде стоит пневма. То есть современная машина должна быть с пневмой, так же как и доводчики, они здесь будут.
Потому что в таком классе в 2023, а уже тем более в 2024, в следующем году, когда мы это будем делать, уже должны быть эти опции. И мы просто их добавляем, не меняя характер автомобиля и не как-то кардинально что-то перепиливая внутри. Если это все однажды следующий хозяин захочет убрать, он просто снимает это и загоняет сюда сток пружин и сток амортизаторы. Амортизаторы у нас даже те родные, которые с первой серии, они же восстановлены у нас остались. Ничего не поменялось. Это круто. А сзади обычные рукава еще раз. Задняя подвеска у нас более традиционна, то есть такой вы можете видеть в других автомобилях, в современных и не очень. Даже в серийно выпускаемых абсолютно нормальная система. Вот он, традиционный рукав сзади. Надо будет все это еще калибровать по давлению туда-сюда, с рулеткой, видимо, ходить перед-зад, выше, ниже, запоминать все эти настройки. Благо есть приложение. А телефон же там у вас лежит? Этот вот, который вот показывает. Вот, в комплекте шел, чтобы вы понимали, мобильный телефон образца 2000 всегда. На нем 12%, но тем не менее есть, вот там видно же, да, да, здесь подробно не надо, просто, короче, здесь можно и каждую подушку отдельно вверх-вниз качать, и общее все это, и давление со всех баллонов показывает, еще, видимо, есть настройки и что-то еще. Это все шло в комплекте, телефон нам абсолютно не нужен, потому что это приложение можно поставить из маркета просто на свой телефон. Ну, тем не менее, он все равно есть, ладно, но не кидай пока на всякий случай. Он даже от микро-USB заряжается, представляете, какого года этот телефон? Он от микро-USB. Ну, то есть ему там лет 5, наверное, этой модели. Неважно. И что интересного, что у нас компрессор. С ним было много вариантов, куда его поставить. Сами понимаете, класс автомобиля представительский, поэтому слушать то, как у вас, допустим, вибрирует там сзади компрессор пневматический, это не вариант. Поэтому здесь у ребят были поиски творческие, слава богу, они меня даже в это все не повергали, и пришли они к определенному выводу, который неплохой. То есть ставить компрессор в багажнике или в нише запаски не вариант, все равно очень слышно из салона. Автомобиль сам по себе тихий, и мотора не слышно, как шумит, и выхлоп, ну, как бы совершенно гражданский, и действительно машина, ну, классная. Поэтому было принято решение обратиться к опыту, допустим, тех же Infiniti, когда компрессор висит ровно здесь же. Вот ровно здесь же висит компрессор в каких-нибудь там бегемотах, QX старых. Он просто там висит на раме ровно в этом хвосте. То есть это правый задний угол получается. Плюс его можно же повесить на эту раму, или как в данном случае у нас на плоскость, через, естественно, резиновые подушечки, и все это на улице. Плюс все это в стоке у нас в Audi зашивается пластиком. Если мы посмотрим ранние серии, сейчас выцепим откуда-то скриншоты. Нет, мы даже их не будем, эти скриншоты, выцеплять, потому что вот этот пластик, и вот так это все здесь сзади закроется. То есть компрессор там будет находиться в своей нише. Да, мы видим по грязи, которая с внутренней стороны пластика, что в любом случае сюда песок и какая-то грязь залетать будут. Но у компрессора содержится собственный фильтр. Короче, вот у него здесь фильтрующий элемент, на крышечке он откручивается, как и у любого Беркута, это 24-й Беркут. То есть ты сюда, по идее, снимаешь пластик, залезаешь рукой, нашел ты, вот. И там есть такой хобот, который накручивается на впуск. В этом хоботе, да, я думаю, в китайских компрессорах также содержится фильтрующий элемент, который отдельно продается, вот ты его можешь поменять. Все. Учитывая, где это стоит, и все-таки сюда будет залетать какая-то, не вся, грубо говоря, жижа, которая только может, я надеюсь, что раз в год обслуживание этого фильтра, это будет максимум, который будет нам необходим. То, что здесь как-то все заведено, вот это одно место, где пришлось, соответственно, просверлить кузов, есть вот этот небольшой вход, это еще все пока в стадии разработки, то есть все это будет более аккуратно, на подвесиках, вы понимаете, в гофрочке, естественно, чтобы этот плюс не отгнил и никуда он не девался. То есть будет классно. Как это все в реальной жизни ощущается, мы с вами поймем уже ближе к концу серии. Параллели, ребята, супер история про задний ряд. Как вы знаете, у нас здесь в первой серии стоит факс. И многочисленные в комментариях все вопросы: почини факс, почини факс, почини факс. Просто факс в 2023. Это и факс, который стоит в машине. Все вот это безумие. Вот же у нас тут в заднем подлокотнике. Вот, пожалуйста, реально долбанный факс. С бумагой даже заправленный. По идее, ничего не мешает его принять. Кроме отсутствующего здесь мобильного телефона, который, как мы были уверены, здесь штатный, должен быть Audi. Пошли сначала по пути одному, искать в конфигураторе этот телефон, но все, что касается заднего ряда, оно какое-то дико засекреченное. То есть не указано, какой телефон должен здесь стоять именно в Audi. Один вот этот держатель, вот сейчас, только один держатель, он доступен к заказу. Стоит 90 тысяч рублей. Вот просто одна вот эта пластмасска. Я еще, когда я первый раз рассматривал, смотрю, какой она под странный телефон. Во-первых, он с антенкой. Во-вторых, он такой изогнутый. Вот тогда уже я подумал, изогнутый телефон. И это 2000-е года. Вернее, конец 90-х. Да?
Странно, что же это такое может быть? Что только не искали, не нашли. В итоге Игорь Админ, красавчик, пошел от обратного. Он залез. Ну, понятно, что это Nokia, потому что в практически всех машинах 2000-х в BMW, в Land Rover, в Audi, естественно, стояли все эти, в Opel даже у меня стояли телефоны Nokia штатные. Иногда, редко у кого-то Motorola. Не суть. Увидели разъемчик, который идет к этому штатному телефону. На нем написано Nokia AH-1D. Логично, нужно пойти в интернет и посмотреть этот разъем. Он продается на eBay. Есть даже фотография и упаковочка. И на этой упаковочке написано, что этот разъем подходит только к двум типам телефонов Nokia. Так вот, забегая вперед, это не штатный телефон Audi. Это просто самый крутой телефон на то время, который только мог быть в истории. Он даже и сегодня легенда. Так вот, ребята, этот телефон не для того, чтобы он всегда стоял здесь, а это для того, чтобы человек, который сидит здесь, представляете, какой человек это был в 2000 году, мог достать свой личный телефон и, если что, поставить его, во-первых, сюда на зарядку, во-вторых, через него, через свой личный телефон отправить факс. И это был, господа, Nokia 8110. Банан. Дальше что нам оставалось? Естественно, идти в интернет-барахолки. Авито в данном случае затащила. Мы нашли этот телефон. Он даже на сегодня в полуубитом состоянии стоит 20 тысяч рублей. И 15 тысяч, если с мертвой батареей не включается. Представьте себе, 20 тысяч рублей. За эти деньги можно купить уже новый смартфон, можно купить бэушный iPhone, можно купить что угодно за 20-ку. Банан и по сей день в диком топе. В городе, слава богу, было несколько предложений. Сейчас человек там едет до магазина, откроет его, отправит нам на такси, и мы поддержим в руках легенду. У меня разрывается голова. Это ультра-легенда в легенде. Это просто... Это матрица в максимальной А8. Это что вообще происходит? Насколько это улетевшая тачка, что в ней в стоке есть держатель для банана, через который вы со своего телефона можете еще отправить факс. Естественно, что этот телефон был тогда настолько дорогой, это как сегодня последний iPhone, что никаким штатным он в этой машине быть не мог. И именно поэтому такое изогнутое крепление, оно действительно под банан. И то есть это сценарий использования. Представьте, вот я, великий человек, что у меня, значит, такая машина, а это уже совсем С-класс, это уровень там, ну, практически как Майбах. И я вот еду, я со своего телефона должен отправлять какие-то факсы. Это что, бухгалтерия или прочее? Но сценарий один: попросить секретаршу скинуть нюдсы из офиса, чтобы она легла, так сказать, на ксерокс или на факс. Факс нам ее отсканировал и отправил это шефу свежие какие-то свои фотографии в ЧБ. Что это может быть? В общем, сейчас нам приедет телефон, мы попытаемся подать сюда питание, как-то все это подключить, получится это или нет. И все-таки что-то сюда принять. Безумие. Это у нас по 13 килограмм в передних баллонах. Ничего себе. И по 10,7 сзади. Но это по предельное значение. Больше компрессор просто не надавит, скорее всего, да? Так, то есть я могу сейчас все поднять. Ну, короче, вверх это максималка, да? Я могу только заднее левое сейчас поднять. Ну, не поднять, а давление в нем повысить. Все, больше ничего там не произойдет. То есть можно также ее и спустить. В общем... Господа, значит, то же самое приложение, только уже на другом телефоне, как вы видите, все прекрасно устанавливается. И с его помощью здесь можно задавать как и программируемые уровни подвески, то есть тут есть уровень Air Out, это просто полностью спустить весь воздух, положение Low, Right ездовое, и Lift, это непосредственно верхнее положение. Вот мы сейчас находимся вверху, мы подняли кузов, я рулеткой уже прошелся, в таком положении это похоже на некий кроссовер. Вот здесь у нас 220 мм просвета, а спереди до поперечины всего 17. Машина все равно остается низкой, даже если полностью поднять подвеску. Давайте попробуем спустить зад, по идее. Ну-ка. А, это вверх был. Так, это вот сейчас мы можем типа вот так как-то подровнять ее, да? Прикольно, прикольно. Сзади у нас при этом по 8 килограмм осталось в баллонах. Приятно, приятно. Так, соответственно, мы можем перед также подспустить еще. Какое-нибудь найти положение. Слушай. Прикольно, оно так быстро спускается. Положение какое-нибудь ездовое, да?
Ну вот это типа ездовое положение. По-моему, в стоке она даже чуть выше была, чем сейчас я выставил. По-моему, в стоке она была выше. Ну и, безусловно, всем же интересно только одно. Я знаю, мои маленькие любители стонса, зачем вы здесь собрались, да? Давай дропаем все вниз. О май гад! Ну зад как будто бы хочется еще ниже, а перед? Она же не поедет в таком положении. Ну, только прямо. Поедет даже? То есть в этом положении можно ехать? А давай я заведусь, попробую тронуться хоть вперед. Очень хочется запилить зад, но... Да, пружины, но их уже не запилишь, а менять подвеску мы тоже не хотим. Сейчас. Я просто должен тронуться вперед-назад на метр. Так. Едет и не трет. Вот это да. Да, даже есть чуть-чуть вращать руль. Да, чуть-чуть просто. Ну да, есть углы. Вот так есть, да. Ну-ка, давай-ка. Вот сейчас начинается сейчас. Ну, то есть снять видос, как она просто вот стелет по проспекту медленно, прямо можно. Ну, по прямой по Невскому можно, да. Это интересно. То есть она даже в этом положении движимая, вперед-назад. Ну, конечно же, да, зад высоковат. Зад высоковат, но мы с этим ничего поделать не можем. Все, что мы можем сделать, это только приподнять чуть-чуть передок. Типа вот так, чтобы перед задом вот так были ровно. И даже в таком положении это уже точно ходовое положение получается. Ну, по парковочке. Такое ходовое себе. Ну-ка, зад. Просто подкачать, чтобы не на отбойнике лежал. Типа вот так. Засейвить ее, да? Ну, как будто бы зад еще... Ой, перед еще чуть выше просится. Блин, прикольно регулируется так. Ну вот сейчас перед и зад в одном положении. Это красиво. И диски стали больше смотреться, как и ожидалось. Мы просто дропнули, и диски стали смотреться больше. Все равно при этом останутся же все эти органы управления. Я ж понятно, какой бы я там ни настроил, я всегда смогу еще как-то по факту. Нет, ну просто вот это... Как бы мы тут реально в Stance Nation какой-то ворвались, просто в тусовочку. Да это балдеж, конечно, это сток. Все рычаги, вся подвеска сток, никто ничего не делал. Это отбойник подвески. Отбойник подвески наступил раньше, чем колесо уперлось в крыло. В чем, опять же, важный элемент — сохранять стоковое значение колеса. Общий размер колеса, общую высоту, вылет. Все родное, и вот как оно работает. Потому что при родных параметрах дисков и колес не может быть той ситуации, когда у вас отбойник наступил позже, чем крыло вырвало. Вы же понимаете. Airmatic видит workshop, как сказали бы мерседесоводы, но здесь-то все в порядке. Ля, вот это, конечно, столько инстаграма у меня будет в сезон вот этого вот. Хромовый диск вот так опущенный. И это сток. Это сток, пацаны. Ну а вот так уже кататься. Очень мощно. Это пневмо мне нравится. Вот поэтому нужны большие диски на чайку. Вот как там это заиграет, а? Ну и в таком положении даже дорожный просвет все равно имеется. Это сантов около 10, наверное, где-то. Даже в таком положении. Все, отдаю, входящий. Спасибо, мы все проверили. Это пушка. Это мне уже нравится. Вот это прямо, представляешь, как она, вот такая машина на парковке стоит. Вот я прямо, вот это я вижу, это уже моя тачка. Все, что нужно для стиля. Причем это полный сток плюс пневмо. Мы ничего не делали. Родные диски, резина родной размерности. Фантастика. Это божественно. Господа, у нас... Куда? Нет, ну как-то так. Такое событие, что телефон приехал. Обалдеть. В моих руках просто объект вожделения миллионов людей. Может быть, ну нет, наверное, миллионов. Просто реально банан. Просто вот это вот. Алло, кабан, это ты? Кайф. Просто кайф. Просто действительно это банан. Он действительно банан. Ну, посмотрите вот его. А он же такой новый продается сейчас в желтом цвете. Ну или продавался какое-то время назад. Это кнопки громкости так сбоку спрятаны. Да, он действительно крайне строгий, аскетичный дизайн. Обалдеть. Обалдеть. Это действительно он. Да, нужно нажать вниз сейчас.
Во! Все, вот, там защелки сработали. И я даже на ходу, смотри, могу делать так. Сбросить, 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 сбросить. Как не сбросить? С? Думаешь, это С сбросить? Конечно. Да, точно. И поднять. Ну-ка, Пушка, и давай на него позвоню сейчас. Это симка, которая у меня стоит в телеметрии во фронтере, чтобы запускать автономку. Поэтому мы этот номер, скорее всего, даже спалим. Итак, я себе звоню. Алло? Все, МКС на связи. Ну, отлично. Слушай, он работает. Так, ну что ж, у нас сегодня пятница. Последний день, когда мы можем снять этот видос, это у нас понедельник, вторник. Следовательно, до этого момента нужно подать питание на вот эту всю секцию. Вероятно, это всего один плюс. Надо порыться в предохранителях. Плюс к этому надо поднять еще мониторы, чтобы заработали. Я, скорее всего, подозреваю, что это те же самые предохранители. Да, мощно, конечно, мощно, 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 мощно. Да, все строчечное, понятно, никакой графики еще тогда нет, но как бы мистер Андерсон где-то уже на связи, я прямо это чувствую. Очень круто, очень круто. Я любитель большой телефонов с флипами, с какими-то раскладывающимися историями. Конечно, Nokia я не любил, я любил Ericsson, но вот банан — это, конечно, мое почтение. Это золотая эра вообще телефонии. Чистый стиль. Ищем предохранители, электрику и принимаем факсы. Итак, специально для вас, собственно говоря, наш факс, который у нас в авоську заезжает. Здесь у нас был неисправен вот этот вот транзистор, и поэтому шаговый двигатель нормально не фурыкал. Это все дело заменяется у нас на 961А КТшка советская. И, собственно говоря, это все дело теперь осталось собрать, проверить. И девайс обязан будет работать, так что завтра съемки состоятся, я думаю. И, наконец, тест этого факса. Собственно, у нас здесь светятся даже кнопочки, можно что-то набрать. И мигает какое-то сопряжение, видимо, с телефоном должно быть. Но, наконец-то, значит, у нас работает теперь выдвижение, выезд бумаги. Оп, поехала. И мы можем нажать зеленую кнопочку, которая, по сути, даст нам информацию об этом модеме. Ой, принтере. Ну, посмотрим. Так, загорелась зеленая. Оп. Ого, какая тут пищалка какая-то. Ну, собственно говоря, вот, все работает. Теперь это все можно, наконец-то, устанавливать в тачку. Можно забирать. Значит, удивительная схемотехника электрики в задней части А8. Во-первых, если бы сейчас было зажигание, заработал один монитор, второй не заработал, но это ладно. Заработал DVD с DVD-ченджером, который стоит здесь под подлокотником. Потому что подлокотник еще может опускаться и подниматься вот таким макаром. Там еще и газлифты, чтобы все это, но только они чуть-чуть погибли. Короче, здесь задний ряд — это отдельное произведение искусства. Значит, наш факс, который вернулся от Михаила, содержит в себе некоторые провода из него торчащие. И есть в факсе, это какой-то, видимо, специальный факс, в нем есть некая карта расширения типа PCMCI или что-то такое. Она обернута почему-то вот такой фольгой. И именно в эту карту расширения вставляется разъем с нашего держателя телефона, который у нас в подлокотнике.
Тут после держателя идет странно что-то, нечто вроде ферритового кольца, вокруг которого обвит этот провод. Дальше еще какой-то небольшой колхоз, куча переходников с RJ или с чем-то, просто с разъемами, с питанием. В общем, здесь непонятно, завод это уже или кем-то делалось. Мне все-таки кажется, что это кем-то уже делалось. Факс у нас, конечно же, как вы понимаете, починен. То есть сейчас главная проблема будет, заработает ли это все, потому что это сюда, это вот сюда, по идее, чем-то вниз. Где рожки у нас? А тут рожков-то я и не вижу. Вот так, да? Ну давай. Вот, и по идее, если сейчас просто включить зажигание, Красное. еще и красное точно, и питание отдельно, факс осуществляется здесь. Желтые с черным-то провода зачем? Это уже выводили. Питание, Мишаня вывел. На всякий случай. А, это сейчас, это Миха выводил, когда ремонтировал, точно, чтобы факс подключать у себя дистанционно. Зажигание чисто сделай я. Короче, тут прям, ну, жуть. Что, загорелся? Жуть. Вот он загорелся, он тестируется. Теперь к этому нужен телефон, по идее. Давай А4 какой-нибудь принесем. В общем, у меня здесь уже все. Там DVD горит, диски вот можно взять отсюда, вытащить. Вот там они есть. Здесь у нас детский игромир, логично. То есть, естественно, сзади детишки ездили когда-то и смотрели, судя по тому, что это Гарри Поттер, не так уж прямо и сильно давно-то. И здесь у нас новинки 108, сторона 2. Ну да, непонятно, что там, к сожалению, ничего прямо супер интересного здесь нет. И этот пустой. И еще последний, ну-ка. И третий диск у нас Анатолий Гарри Поттер. Антология, Анатолий Гарри Поттер. Адаптация для России. Приключения Гарри в Тюмени. Два часа экстаза, в котором мы бились с Александром и с этим факсом вместе взятых. Удобно, что у нас есть пруфы. Давай, выдавай нам наш приговор. Вот, мы уже все научились делать. Мы уже перезаправили этот листочек 10 тысяч раз, весь его исписали статусами. Мы перепробовали все варианты, почитали все коды ошибок. Значит, в чем прикол? Факс и телефон видят друг друга. При попытке отправить факс, он даже пишет, какое качество связи. И оценивает его по-разному. Иногда 6, иногда 10, иногда даже 12 выдает. Неизвестно из скольки, конечно, но тем не менее. Пишет заряд батареи, которая к нему подсоединена. Пишет, что попытка какая-то отправить была, но тем не менее она не проходит. Пытались его соединить с другими факсами. Другие факсы шипят ему в процессе, действовали по инструкции, перевели инструкцию, опять же, нашли ее, скачали. То есть, знаете, как раньше было, там, секретарша, отправляю факс, кладет трубку или там нажимает зеленую кнопку и кладет трубку. В нашем случае мы нажимаем зеленую кнопку, трубку, понятно, если мы положим вот эту вот, он просто оборвет связь. То есть, если мы сделаем там вот так или положим трубку, ну или как, он просто, оборвет связь. Понятное дело, что ничего не произойдет. Все провода подсоединены, все друг друга видят, но наш факс, к сожалению, с другими факсами на связь никак не выходит. Непонятно что. Другие факсы классические, да, мы созванивались с людьми, они нам прям в трубку там вот эти свои вот факсимильные звуки отправляют. То есть, те факсы пытаются выйти с нами на связь, но когда мы нажимаем здесь все кнопки по инструкции, тем более написано, что входящие факсы он должен принимать в автоматическом режиме. Исходящие факсы он должен отправлять прямо в процессе разговора. То есть вот мы с человеком разговариваем, я говорю, отправляю, нажимаю свою кнопку, человек нажимает свою, но тем не менее отправка факса не происходит. При том, что вроде как все мы делаем правильно, и если он уровень сигнала показывает, пробовали трубку отключить, уровень сигнала сразу же не показывает, он так и пишет, что телефон не подсоединен, то есть он это все знает, все это видит, но тем не менее не работает. В инструкции несколько раз, в нескольких пунктах написано, что подсоедините ваш телефон, но убедитесь, что функция факсимильных сообщений подключена у вашего GSM-оператора. Мы звонили GSM-операторам в поддержку. Мы перепробовали все операторы.
Это, вернее, все, кроме Теле2. И Мегафон и МТС говорят, что данная функция, то есть факсимильной связи или факса, она в нашем операторе уже давно отключена и не поддерживается. Есть функция в самом телефоне, датаком или факс, она так и называется, где ты вбиваешь номер телефона факса, звонишь на него, но выдает ошибку связи, не дозванивается. В общем, мы перепробовали все. Вся бумага кончилась. Сейчас на всякий случай приезжает новая бумага. Это или все-таки нужно подключить службу факса у оператора, чья симка вставлена здесь. А вставлена она, кстати, в Теле2. Но можно попытаться позвонить в Теле2, но я уверен, что мы найдем все то же самое. Что... Здесь сейчас? Здесь МТС, да. Я согласен, здесь МТС. Это же симка из телеметрии, с фронтерика, с автономки, да. Вот, ну, короче, не успех. Не знаю, хорошо это или плохо, можно попытаться что-то делать дальше, как-то с этим продолжить, но пока что конкретно причина именно на нашей стороне. Люди, которые нам звонят с факсов, их факсы отчаянно пытаются выйти на связь, и люди там уже между собой с факсами обмениваются, и то есть сегодня эта факсимильная связь работает. По крайней мере, у них со стационарных телефонов, с этих больших старых факсов. Наш, видимо, общается по своему какому-то протоколу, именно GSM-ному. И этот протокол то ли не поддерживается, то ли мы что-то не так делаем. В общем, все прочитали, все попробовали. Не успех. Ну ладно, давайте хоть попробуем выехать, посмотреть, как в реальной жизни она, хотя бы по парковке здесь машина, это может перемещаться или нет. Обалдеть, как я доволен этой серией, господа. Первый, технически самый выезд этот в ночи, потому что днем не успели, и тем не менее, что он показал, что на среднем значении пневмо едет как на обычной подвеске. Никакой разницы, вы просто в комфорте перемещаетесь по городу, мы вот сюда до съемок ехали, через ямы, через ухабы, это все та же самая А8. Но вот с этой фантастической опцией настоящего, злого, взрослого тюнинга. Злого, конечно, в кавычках, но правильного, скажем так, давайте говорить не злого. Прикольно, что в этом положении 18-е диски смотрятся, ну, прям 20-ми. И понятно, да, я уже читаю ваши комментарии, что нужно работать. Нужно проставки вместо 5-миллиметровых поставить 20-миллиметровые. Наверное, это единственное, что нужно сделать. Ну и в целом немножечко заниматься стайлингом. Зад еще чуть ниже сядет. Нашли мы хороший способ, в следующей серии расскажу вам. И зад сядет так же, как перед. На родной подвеске ничего не пилим еще раз. Возможно, если ход амортизатора, если тут не аморт просто до конца сложился, не до конца, мы же смотрели. Да, точно, короче, точно ниже засядет. Мы пробовали просто вытаскивать подушку целиком и ложить ее, и она прям вообще ровненько лежит. И это абсолютно замечательно. Плюс в следующих сериях нас еще ожидает немножко эстетики, потому что здесь салон туда-сюда. Это мы, в принципе, будем готовы сделать где-то, наверное, к середине февраля. Паша Реформа Стайлинг
человек уже в курсе, мы с ним примерно так план действий обсудили. В общем, само собой понимаете, что еще жизненно необходимы доводчики. Ну и, конечно, по-хорошему ее надо все-таки хотя бы частично, а может даже и полностью покрасить. Благо такая возможность и такие люди, кто готовы это сделать, у нас тоже есть. Ну и к весне, как появится зацеп, у нас в этом там еще параллельно продолжаются все эти разработки по внедрению сюда все-таки 8HP95. Не знаю, как это получится, но тем не менее там работа идет чудовищная, может быть даже и получится. Она сюда даже в 3D-макетирование не очень влезает. По факту может быть еще хуже. В общем, пока все пушка, я офигеть как доволен этой серией. Это прям вот второй день рождения. Она когда вот села вниз, я это увидел. И как вижу эти исходники, Владян мне сейчас показывает, как он это снял. Ну это просто бомба. И главное, хоть сейчас прямо едь в МРЭО, переоформляйся. Никакого при этом 12.5.1. Фантастика. Фантастика, ребята. Как на ней будет здорово ездить, как уже хочется это сделать. И поскольку эта машина не летняя, она будет ездить тогда, когда будет готова. Так что будем поспешать. До встречи всеми с вами уже в следующем 2024 году. С наступающим вас, господа. Огромной вам всем удачи в следующем году, такой же, как мне с этой А8. И пока-пока.